Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами увидим рождение одного ноготочка. Сегодня у нас наращивание. Наращивать мы будем коротенькие миндалики, такие слегка немножечко арочные. То есть это такой себе салонный вариант наращивания. Все то, что вы любите. Подставляем формочку, делаем обязательно надрезочки для того, чтобы форма стала уже, чем натуральный ноготочек, для того, чтобы у нас материал очень точно выложился. И будем сразу выкладывать материал. Смотрите, девочки, в данном случае я вам совершенно не ускоряю этот этап для того, чтобы вы могли просмотреть каждое движение кисточки. Как обычно, ссылки на все материалы вы, конечно же, найдете в описании к ролику, поэтому не забудьте туда заглянуть. Мы же при помощи прозрачки сразу моделируем базовый слой и подложечку. Почему-то в этот раз про базовый слой отдельно я забыла, но ничего страшного, клиентки мои приучены, чтобы они руками ни за что не хватались. Вот базовый слой на ноготочках после праймера нужен именно для того, чтобы защитить ноготки, если вдруг клиентка возьмется за телефон или полезет с кем-нибудь обниматься. После того, как у нас готовы все подложки, переходим к камуфляжику. Камуфляжик я прокладываю всегда, потому что вдруг моей клиентке захочется френчик. Она может сидеть, и ей потом вдруг захотелось френчик. На самом деле френчик мы изначально на этих ноготках планировали, но когда подошло время к покрытию, почему-то передумали и сделали однотонное покрытие. Камуфляжик мы, конечно же, зажимаем, и после того, как он хорошенечко просох, выкладываем замес. Замес – это смесь из камуфляжа с прозрачкой для того, чтобы получить плавненький переходик. Не забываем поджимать наши ноготочки. Ну а потом нам осталось попилиться. Опять же, не ускоряю этот момент. Начинаю всегда с боковых сторон, потому что боковые стороны строят мне ощущение от ноготочка. Боковая кутикула, и потом оформляем ноготочек в единое целое. У кого проблема с формами овала, миндаля, современного миндаля, вы можете записаться на онлайн-курс «Современный миндаль». Там мы проходим 5 длин миндаля и плюс аквариумный френч. Ссылочку на курсик оставлю в описании.
Теперь переходим к покрытию. Покрываем наши ноготочки двумя слоями лака. Лак у нас в данном случае такой вот полупрозрачный молочный оттенок. Он нам очень понравился, но довольно-таки капризный, потому что он дает разводы. Его надо уложить довольно плотным слоем, то есть такое себе выравнивание из лака. Но при этом на этом слое он хорошо просох, никак себя не повел противненько, поэтому вполне себе нормальный материал. А теперь дизайн. Дизайнить будем нечто интересное. Делаем подмалевочки себе зонами, в котором будем располагать дизайн. Закрашиваем маленькими элементами, потом покроем все это матовым топом и на элементах сделаем объемные капельки глянцевого финиша. Получится такая себе фактурная фактура, очень интересная. На самом деле здесь настолько все просто, настолько все быстро, что с этим дизайном справится даже самый начинающий мастер. Здесь совершенно не нужно ничего уметь рисовать. Здесь нужно просто наполнить черную часть цветными элементами.
общем, перекрыли все ноготочки матовым топом, добавляем на дизайн белых точечек для того, чтобы сделать его понежнее. И наш дизайн, собственно говоря, готов. Светлый цвет под матовым финишем, конечно же, может пачкаться. Конечно же, клиентка об этом предупреждена. Чтобы ей хорошо жилось, я ей дала спиртовые салфеточки, чтобы она могла ноготки свои очищать. Если ей вдруг задолбется она чистить свои ногти, было сказано, чтобы она перекрыла их прозрачным лаком. Они перестанут быть матовыми, но в то же время перестанут пачкаться. Это вам, кстати, как вариант. Если ваша клиентка хочет сделать светлые ногти, хочет сделать их матовыми, но бесится от того, что они пачкаются, она может перекрыть их просто самым обычным лаком, и когда нужно лаковое покрытие снимать, ноготочки будут опять матовые. Ну а у нас на сегодня все. Надеюсь, вам было полезно, надеюсь, вам было интересно. И мы с вами увидимся скоро в новых уроках, поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!